Меня зовут Дмитрий Пехарт. Я создам любую NURBS поверхность. В предыдущей серии. Чем больше контрольных вершин, тем сложнее уравнение интерполяции и более гибким может быть сплайн. Количество халов между контрольными вершинами необходимо для построения кривой, называется степенью сплайна. В некоторых CAD-программах, где нет возможности выбрать степень сплайна, моделирование обычно происходит сплайнами третьей степени. Также сплайны четвертой степени формируют планарный G1 филет, непланарный филет G2 с одной и G1 с глаживанием с другой стороны. Также непланарный G2 и G1 бленд. В сплайне третьей степени определяющим является местоположение 4 точек, а в сплайне шестой степени 7 точек. Соответственно, его форма может быть изменена сразу в нескольких местах. Пехарт-теория. Локаторы непрерывности. Для контроля над непрерывностью соединенных поверхностей в Ilias Surface инженеры используют различные виды инструментов. Среди них – локаторы и графики. Непрерывность соединенных поверхностей достигается разными математическими алгоритмами, и сглаживание position, тангент и curvature отображается разными графиками. В программе Ilias Surface можно выбрать существующий или настроить собственный диапазон числовых значений сближения поверхностей, при котором будет допускаться наличие непрерывности и будут отображаться соответствующие локаторы. В этом видео рассмотрим различные виды локаторов для указания непрерывности. Локатор-значок. Локатор-линия. Локатор числа. Локатор-график. В эту группу локаторов входят график зазора, график тангента и график кривизны. Рассмотрим локаторы непрерывности G0. Инструмент Check Continuity G0 на контрольной панели включает следующие локаторы. Локатор значка позиции, буква P, и изменяет цвет кривой. Красный цвет локатора P и кривой означает, что непрерывность position не достигнута. Цвет локатора меняется на желтый цвет локатора P и кривой при выделении объектов, где грани не достигнули непрерывность position. Темно-зеленый цвет локатора означает, что существует непрерывность position. Светло-зеленый цвет локатора P и кривой означает, что выделенные объекты по грани имеют непрерывность position. Локатор график зазора. График зазора показывает, где высота графика равняется расстоянию между изокривами. Линия направления показывает, в каком направлении максимальный зазор. Точки на графике зазора показывают места, где достигнута непрерывность G0. Текстово-числовой локатор зазора MaxGap показывает максимальное расстояние между двумя изокривами. Также есть другие способы для контроля непрерывности G0, это график кривизны. Локатор радиусов сплайна. Инструменты вкладки Locators на панели палет. Воспользуюсь инструментом Check Continuity с настройкой G0 на контрольной панели. Я создал две отдельные планарные поверхности. На контрольной панели в разделе Check Continuity выбираю G0, после чего включается отображение локатора значка P, появляется график зазора между поверхностями, отображается текстово-числовой локатор зазора MaxGap и числовое отображение радиуса изокривой. Выбираю первую поверхность и смещаю ее, используя инструмент Move по оси Z и по оси X. Наблюдаю, что цвет локатора при выделении объекта поменялся. Также видно изменение числовых значений максимального и минимального зазора между поверхностями, со стрелками, указателями места этого зазора. Выбираю левый край и правый край поверхности и стыкую их с другой поверхностью. Наблюдаю изменение цвета локатора значка на зеленый P. Это означает, что достигнута непрерывность G0. Выберу вторую поверхность и сделаю ее непланарной. Выбираю центральную линию и смещаю ее вверх по оси Z инструментом Move. Выбираю левый край и правый край первой поверхности и стыкаю их с другой поверхностью. Выбираю центральную линию первой поверхности и поднимаю ее вверх по оси Z. Наблюдаю изменение цвета локатора значка на зеленый P. Это означает, что достигнута непрерывность G0. Включаю на второй поверхности отображение графика кривизны.
Добавляю халы и увеличиваю степень второй поверхности до третьей. Сделаю вторую поверхность изогнутой в двух направлениях и изменю наклон стыкующегося ребра. Выбираю левый край и правый край первой поверхности и стыкаю их с другой поверхностью. Наблюдаю, что на выделенных объектах нет непрерывности G0, о чем говорит желтый локатор-значок P. Увеличиваю степень первой поверхности до третьей степени. Сдвигаю CV центральных холов и стыкаю их друг к другу. Наблюдаю изменение цвета локатора значка на темно-зеленый P. Это означает, что достигнута непрерывность G0. Возвращаю первую поверхность в планарное состояние. Включаю график кривизны на поверхности. Увеличиваю степень первой поверхности до третьей. Выбираю левый край и правый край первой поверхности и стыкаю их с другой поверхностью. Сдвигаю CV центральных холов и стыкаю их друг к другу. Наблюдаю изменение цвета локатора значка на зеленый P. Это означает, что достигнута непрерывность G0. Видно, что графики кривизны не совпадают ни по длине радиуса, ни по его направлению, что не играет роли для непрерывности G0. Воспользуюсь инструментом Project Control и создам проекцию кривой на второй поверхности. Разомкну поверхности. С помощью инструмента Pick Locator выбираю локатор зазора и удаляю его. Включаю инструмент Align и в алгоритме Continuity задаю значение G0. Выбираю первую поверхность, выбираю кривую на второй поверхности и выравниваю поверхности друг к другу. Наблюдаю, что Position не достигнута. Разомкну поверхности и удалю локаторы зазора. Отключаю опцию Explicit Control для автоматического выравнивания инструментом Align. Наблюдаю, что непрерывность Position достигнута. Разомкну поверхности и вручную, опираясь на текстово-числовой локатор зазора MaxGap, произведу выравнивание поверхностей. Инструментом Move смещаю боковые CV граней поверхности. Смещаю инструментом Move центральные халы по оси X. Наблюдаю уменьшение гэпа между поверхностями до появления локатора, значка непрерывности G0. Пронаблюдал варианты отображения локаторов при достижении непрерывности G0. Хороший знак, что вы зашли на мой канал. Часто люди ищут и не могут найти надежного специалиста, который поможет в создании современных NURBS моделей. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые серии, и вы узнаете много нового о 3D моделировании. Будет интересно! Рассмотрим локаторы непрерывности G1 или тангент. Инструмент Check Continuity G1 на контрольной панели включает алгоритмы отображения локаторов и G0, и G1. На непрерывности G1 мы можем видеть локатор-значок в виде буквы T и отображение кривой разного цвета. Красный локатор и кривая означает, что непрерывность тангент не достигнута. Цвет локатора меняется на желтый T, если объекты выделяются. Темно-зеленый локатор T означает, что достигнута непрерывность тангент. Светло-зеленый локатор T означает, что выделенные объекты по грани имеют непрерывность тангент. График тангента, точки и направления. График показывает несовпадение касательных между поверхностями. Чем больше угол между поверхностями, тем больше несовпадений по касательным. Точки на графике зазора показывают места, где тангент достигнут, а стрелки направления показывают, в каком направлении максимальный угол.
Текстово-числовой локатор тангента MaxAngle показывает максимальный угол до достижения непрерывности тангент между двумя поверхностями. Также есть другие способы контроля непрерывности. Это график кривизны, локатор радиусов сплайна, инструменты вкладки Locators на панели палет. Рассмотрю виды локаторов при сглаживании поверхностей непрерывностью G1. На контрольной панели в разделе Check Continuity выбираю G1, после чего включается отображение локатора значка P, появляется график зазора между поверхностями, отображается текстово-числовой локатор зазора MaxGap и числовое отображение радиуса изокривой. Выбираю первую поверхность и смещаю ее, используя инструмент Move по оси X. Обращаю внимание, что при совмещении поверхностей изменился локатор значка с позиции на тангент. Также появился график тангента MaxAngle и значение англ в градусах, вместо графика зазора и значения длины. Наблюдаю, что непрерывность G1 не достигнута, о чем говорит желтый и красный значок локатор T. Смещаю край первой поверхности вверх по оси Z, использую инструмент Move. Таким образом я уменьшаю значение MaxAngle для получения непрерывности тангент. Уменьшаю чувствительность смещения мыши для более точной настройки. Наблюдаю, зеленый локатор значок T, что говорит о достижении непрерывности G1. Выберу вторую поверхность и сделаю ее непланарной. Изменю степень поверхности по вертикали до второй и добавлю таким образом нужные халы. Выбираю центральную линию и смещаю ее вверх по оси Z инструментом Move. Включаю отображение графика кривизны. Выбираю левый край и правый край первой поверхности и стыкаю их с другой поверхностью. Изменяю степень первой поверхности до второй. Выбираю центральную линию первой поверхности и поднимаю ее вверх по оси Z. Контролирую подъем CV с разных видов. Стыкаю центральные CV обеих поверхностей. Наблюдаю красный локатор значок T и красное ребро первой поверхности, где не достигнута непрерывность G1. Изменяю высоту центральных халов первой поверхности. Двигая CV, формирующую хал вверх, мы меняем угол тангента. Это сразу отображается на графике угла. Высота графика угла уменьшается в том месте, где мы смещаем CV. Так как высота гребня графика по умолчанию имеет масштаб 1 к 1 с числовым значением зазора, то при уменьшении этих значений к диапазону сотых и тысячных долей, график невозможно увидеть без изменения масштаба. Увеличиваю масштаб отображения графика тангент, то есть отображение угла между векторами халов изокривых. Если в месте соединения двух поверхностей график зазора не наблюдается и мы видим чекпоинты точки, то значит, что изокривые в этом месте выровнялись. Смещаю CV боковых халов. Смещаю CV центрального хала до уменьшения числового отображения MaxAngle. Наблюдаю изменение цвета локатора значка на зеленый T. Это означает, что достигнута непрерывность G1. Наблюдаю, что графики кривизны обеих поверхностей имеют совпадение перпендикуляров радиусов, что выглядит как совпадение граней гребней графика кривизны. Пронаблюдал варианты отображения локаторов при достижении непрерывности G1. Чтобы разобраться в NURBS сплайнах,
и поверхностях нужно много времени. Бывает и 10 лет. Хорошо, что вы смотрите мой канал. Значит, вы хотите побыстрее разобраться. И я вам в этом помогаю. Рассмотрим локаторы непрерывности G2 или Кавейча. Инструмент Check Continuity G2 на контрольной панели включает алгоритмы отображения локаторов и G0, и G1 и G2. На непрерывности G2 мы можем использовать следующие локаторы. Цветной локатор значка и цвет кривой. Красный локатор C, непрерывность G2 не достигнута. Желтый локатор C означает, что выделены грани с недостигнутой кривизной. Темно-зеленый C означает, что достигнута кривизна G2. Светло-зеленый цвет C означает, что выделены грани с достигнутой кривизной G2. График кривизны, точки и направления. График показывает несовпадение радиусов на краях поверхностей. Точки на графике кривизны показывают места, где кривизна достигнута. Стрелки направления показывают, в каком направлении максимальное расхождение радиусов. Текстово-числовой локатор кривизны Max Кавейча показывает максимальную разность между радиусами на краях поверхностей изокривых. Также есть другие способы контроля непрерывности G2. Это график кривизны, локатор радиусов сплайна, инструменты вкладки локатор с панели палет. На контрольной панели в разделе Check Continuity выбираю G2, после чего включается отображение локатора значка P, появляется график зазора между поверхностями, отображается текстово-числовой локатор зазора Max Gap. Выбираю первую поверхность и смещаю ее, используя инструмент Move по оси X. Наблюдаю за уменьшением числового значения локатора. Когда значение дойдет до минимального заданного, например 1/10000, то сработает условие непрерывности и он исчезнет. Выбираю левый край и правый край поверхности и стыкаю их с другой поверхностью. Наблюдаю изменение цвета локатора значка на красный T, который означает, что включился алгоритм расчета непрерывности тангенты Кавейчи и отобразились графики и настройки для этих непрерывностей. Смещаю CV центральных холлов вниз по оси Z. Наблюдаю на графике тангента уменьшение значения локатора Max Angle и уменьшение значения локатора Max Кавейча Deviation для непрерывности Кавейча. Наблюдаю появление желтого локатора C. Включаю графики кривизны обеих поверхностей. Смещаю CV крайних холлов для уменьшения Max Кавейча Deviation. Наблюдаю появление светло-зеленого локатора C, что говорит о том, что достигнута непрерывность G2. Обращаю внимание, что алгоритм непрерывности сработал в некоем диапазоне, указанного в настройках программы Elias Surface. Это хорошо видно на несовпадении длины радиусов изокривых на графике кривизны. Вручную я подгоняю длины радиусы до одинаковых значений. Создам проекцию кривой на второй поверхности. Воспользуюсь инструментом выравнивания Align и в алгоритме Continuity выбираю сглаживание G0. Выбираю первую поверхность. Выбираю проекцию кривой на второй поверхности. Наблюдаю появление зеленого локатора P, что говорит о достижении непрерывности G0. Разъединяю поверхности инструментом Move. Выбираю левый край и правый край первой поверхности и стыкаю их с другой поверхностью. Сдвигаю CV центрального холла, чтобы уменьшить зазор между проекционной кривой и поверхностью и
Наблюдаю изменение цвета локатора значка на желтый T, который означает, что включился алгоритм расчета непрерывности тангент. Сдвигаю CV центрального хала по оси Z инструментом Move. Наблюдаю появление желтого локатора значка C. Для того, чтобы локаторы автоматически не менялись с Position на тангент и на кавейче, есть возможность их ручного указания в панели Information Window. Также вручную можно задать точки чекпоинты, максимальное значение гэпа, угла и кавейча. Выбираю последний ряд CV на первой поверхности и смещаю их вниз по оси Z. Наблюдаю появление зеленого локатора значка C. Как я упоминал ранее, из-за настроек диапазона непрерывностей, видно, что графики кривизны поверхности не совпадают по высоте, однако локатор непрерывности G2 уже работает. Снова смещаю последний ряд CV первой поверхности для достижения наилучшего результата. Пронаблюдал варианты отображения локаторов при достижении непрерывности кавейча. Пехард теория. В следующей серии. Команда Multi-Surface Draft находится на функциональной панели Palette во вкладке Surface и имеет мнемоническую иконку и заголовок MSDR-FT. Этот тип создает поверхность, которая строится под углом от перпендикуляра исходной почтилающей поверхности. В настройке Type Draft параметр Angle задает начальный угол между поверхностью и вектором вытягивания. Уникальный параметр поверхности Draft – это Angle Calculation, что длина холов на вершине поверхности и у основания разная. Я создал этот канал, чтобы создавать сложные 3D-модели для компаний и предпринимателей и инженеров или обучающихся людей. Испытывайте трудности в 3D-моделировании проекта. Обращайтесь по указанным контактам, и я постараюсь вам помочь.